Благодарю вас. До свидания. До свидания. Слушай, срочно, из Улан-Батора. Нам останется вечно дорог этот круг молодых ребят. Старость нас не застанет в 40. Чуть покажется в 50. Пашкевич. Точно. А ты что, уже начал? Я жду, я сижу и жду. Сейчас начнем. Ну, давай. Ты же видишь, у меня ремонт. Я вижу. Ребят, срочная телеграмма из Улан-Батора от Пашкевича. Нам останется вечно дорог. А где тут у тебя соль? Посмотри, в шкафчике должна быть. Слушай, а нормальный нож есть в этом доме? Что значит нормальный? Нормальный, значит, острый. Вот здесь посмотри. Осторожнее, не разбей, пожалуйста. Что, фамильный сервиз, что ли? Да, конечно. Давай скорее. Так ты у нас уже доктор? У вас, да. К вопросу о влиянии щитовидной железы на нарушение обмена веществ у лиц пожилого возраста. Стоит появиться в компании у кого-нибудь или язва, или радикулит. А с тобой все, наверное, про воспитание детей. Да нет, про это все знают. А думаешь, про медицину не знают? Слушай, вот тут у меня что? Ну, вот здесь, в этом месте. Тут у нас что, селезенка? Это у кого как. Да нет, кроме шуток. Понимаешь, вот стоит вздохнуть, да? Так? Ну вот я вздохнул. Раздевайся. Да? Что? Раздевайся. А вообще ты как? Да ничего, нормально. А что новенького? Вот директором назначили. Хорошо. Директором школы хорошо. На, режь. Отбивался как мог. Прости, но я не верю, когда мне человек говорит, что отбивался. Отбивался и не отбился. Значит, не сильно отбивался. Не сильно. Дай-ка нож. На. Ребята, я хочу выпить за то прекрасное время, когда ни у кого из нас не было телефонов. У меня его и сейчас нет. И можно было выбежать во двор, чтобы поговорить друг с другом и крикнуть «Борька». И Борькина мама высовывалась и отвечала, что Борька у Женьки или у Павлика. Вот за это давайте мы все и выпьем. Подожди. Человек только начал говорить, а ты его перебиваешь. Он же нас тостами А замучил. ты послушай. Вот мы собираемся с вами один раз в год в этот день, к сожалению. А мне представляется, что мы с вами люди очень интересного, я бы сказал, уникального поколения. Люди затянувшейся молодости, если хотите знать. Затянувшейся. Ну и за это давайте выпьем. Давайте. Ну. Давай. А вообще, странно все-таки, что из нас что-то получилось. Даже из меня. А ты молчи. Ты вообще был отличником. Я был отличником? Конечно. Никогда в жизни конечно. я не был отличником. Но в первом классе ты был? Ну, в первом классе, Был, только в первом был. классе. Я вообще всегда боялся учителей. Здравствуй, Каламкаров. Здравствуйте. А что это такое у тебя? Джинсы. Джинсы? Вы знаете, Борис Николаевич, школьные брюки уже того, потом хочется немного разнообразия. Знаешь, завтра в них придешь, отправлю домой. Хорошо? Здравствуйте, Борис Николаевич. Здравствуйте. Мне бы надо с вами поговорить. Здравствуйте. Хорошо. Здравствуйте. Дядя Саша, извините, пожалуйста, у меня там ключ пионерский застрял. Посмотрите, пожалуйста. Вы посмотрите, а потом зайдите ко мне. Хорошо. Помогите, Здравствуйте. пожалуйста. Здрасте. Борис Николаевич, познакомьтесь, пожалуйста. Татьяна Георгиевна. Татьяна Георгиевна, учительница английского языка. Вы работали в школе? Проходила практику. Проходили практику? Так, хорошо. Как вы считаете, на что бы лично вы делали упор? На активное или на пассивное владение языком? Ну, это что считать пассивным? У нас, видите ли, тут
полная путаница в понятиях. Ежели человек не владеет разговорной речью, но читает и понимает текст, это, видите ли, у него пассивное знание языка. А если он может произнести хауду-иду, это активное. Извините, пожалуйста. Борис Николаевич, вы не забыли, что у нас сегодня клуб интересных встреч? Мы берем эту новую учительницу? Да. Я сказала, чтобы она оделась поскромнее, а то вместо того, чтобы ее слушать, будут смотреть, как она одета. Раскольников решает убить старуху-процентщицу и ограбить ее, чтобы потом на эти деньги получить образование и быть всю жизнь честным человеком и приносить пользу обществу. Согласно своей теории, все люди делятся на два класса. Люди, которым позволено все, то есть Наполеоны, и люди вши, задача которых стоит в том, чтобы производить себе подобных. Так, Наташа, а как тебе показалось, вот сам Достоевский, как он относится к своему герою? Осуждает. Осуждает. Ты уверена, да? А вот мне, например, кажется, что он сочувствует своему герою. Да, сочувствует. Садись, Наташа, садись. Отметки тебе не ставлю, получишь ее в следующий раз. Для этого тебе еще раз придется прочитать роман «Преступление и наказание». Потом мы с тобой поговорим. Ну-ка, поднимите руки. Кто из вас не читал роман? Читал или не читал? Не читал. Все читали? И все любят Достоевского? Все. Смотрите, как интересно. А я, например, знаю людей, которые, как Наташа, довольно холодно относились, да и относятся к этому писателю. Например, Чехов Антон Павлович. Хорошо говорит, но уж очень длинно и нескромно. Много претензий. А в 1835 году при жизни Пушкина один молодой критик в пух и прах разругал повести Белкина. Он считал, что это закат Пушкина. Осень, осень, холодная, дождливая. Так и написал. А это был Виссарион Белинский. Я говорю это вам потому, что искусство по-разному воспринимается в разные эпохи, разными людьми. И не надо стесняться, если твое мнение идет вразрез общепринятому. Инна Сергеевна, вы ко мне? Да, к вам с Постниковым. С Постниковым, да? Ко мне в кабинет пройдите. Борис Николаевич, мне надо с вами поговорить о зарплате. Поговорим, Александр Акимович. Обязательно поговорим. Обязательно. Неля, Олег Павлович, пускай ко мне в кабинет зайдет. Хорошо, сейчас. Обязательно поговорим. Портит весь класс. Ни минуты покоя. То ложится, то встает, а вчера на уроке зоологии полурока просидел под партой. Прозвище у него есть «Ну, погоди». Ну что? Ну, погоди, не боишься, что исключим тебя из школы? Ты что, язык проглотил? Отвечай, когда тебя спрашивают. Исключать. Куда же ты пойдешь? На улицу воровать? Почему воровать? Пойду на завод работать. На завод работать? Ну что ты, деточка? Кому ты нужен там такой? Сейчас на заводе первым долгом спрашивают образование, физику, математику. А ты как думал? Ну вот что, Постников, двойки надо исправлять. Давай мы с тобой так договоримся. Ты сам подготовишься, назначишь день, а я поговорю с учителями. Хорошо? Хорошо. Борис Николаевич, вы меня вызывали? Да, Олег Павлович, ты свободен. Вы оптимист. Оптимист. Да, я Борис оптимист. Николаевич, да. Иди вперед. Инна Сергеевна,
На минутку, будьте любезны. Присядьте. Я по поводу Постникова. А что, Постников? Мальчик озлоблен. Вам не кажется? Да. Да, он озлоблен на вас. И, кстати, не говорите никогда, что на заводе не обойтись без физики. Почему? Ну, потому что это неправда. А они это знают. Полюбуйтесь, Борис Николаевич. Их отпустили с урока физкультуры, чтобы на час поэзии пошли. А они решили, что могут идти куда захотят. В Одинский. Да, Валентина Федоровна. Куда ты торопишься? Вам что, не объявляли, что сейчас клуб интересных встреч? Каких? Нет, никто ничего не объявлял. А разве должны были объявить? Не поясничай. Кольцов, как не стыдно. А он освобожден. От чего это он освобожден? От физкультуры. Весь цвет класса. Остальные отсиживаются в туалете. Ну, марш все в актовый зал. А мне можно не идти? Почему? А мне не нравится этот поэт. Я читал его стихи. Ну что, все так и читал? А зачем мне все? Ну какая наглость, он будет выставлять оценки. Это нужно прежде всего вам, делается для вас, не для меня, не для Бориса Николаевича. Но не любит стихов, но не любит. Да нет, почему же? Я как раз люблю стихи. Просто у нас с вами разные вкусы. Я что-то не так сказал? Извините. Я никого не хотел обидеть. Себя обидел. Мне можно идти? Можно. Пошли, ребят, пошли, пошли. Знакомьтесь, пожалуйста. Наш директор, Борис Николаевич Свешников. Очень приятно. Вы в литературном институте не учились? Учился. После войны? После войны. Так мы знакомы. Ну, я-то вас знаю. И я вас. Извините. Пожалуйста. Вы цветы купили? Да, купили гладиолусы. Хорошо. Так вы, значит, учите молодое поколение? Да, учу. Я вас оставлю, с удовольствием послушаю вас из зала. Хорошо, хорошо. Спасибо. Так что же мне им прочесть-то? Может, из ранних стихов что-нибудь? Можно из ранних. А может, из последней книги? Можно из последней. Ну, хорошо. Друзья, открывается очередное заседание Клуба интересных встреч. В человеке все должно быть прекрасно, сказал Антон Павлович Чехов. Несомненно, это относится и к любви к поэзии. Ведь поэзия, как сказал Маяковский, это езда в незнаемое. Совершим же это увлекательнейшее путешествие вместе с нашим уважаемым гостем. Несколько слов о себе. Как поэт я начинался в школе. Это была прекрасная, беззаботная пора. Первое свидание, первые стихи. Затем я служил в армии. Работал в геологических экспедициях на севере. Работал на новостройках Сибири. И стихи всегда были моими верными и добрыми спутниками. Ну и так всю жизнь. О психологии шахматного творчества? Да. Крогиус, что увлекаешься шахматами? Так, временами. У тебя разряд? Второй. Но это так, дальше мне не светит. Почему? Тут сложный вопрос. Это особый характер мышления. Ты имеешь в виду расчет вариантов, да? Даже не расчет. У машины в этом смысле почти неограниченные возможности. 10/43 степени положений, а человека и обыгрывает. Дело тут, видимо, в композиционном мышлении, которого, скажем, нет у женщин. Ты, я вижу, скептически относишься к женщинам. Да нет, почему? Игорь, тебе надо извиниться перед Валентиной Федоровной. Хорошо. Ты вел себя вчера не лучшим образом. Как ты понимаешь, дело не в стихах.
Я понимаю. Тут надо решить, Борис Николаевич, в принципе, как относиться к словам. Если слово нечто серьезное и за ним что-то стоит, тогда, пожалуй, не стоит извиняться. А если это просто колебание воздуха, как сейчас многие считают, тогда, может, имеет смысл. Я подумаю. Варга, молодец. Бодянский, друг мой. Юный пишет через 2 «н». Зеленый опять 2. Бессмысленный где у нас 2 «с»? Ты пишешь и там, и тут. На всякий случай, что ли? Лучше больше, чем меньше? А мы как классики, Борис Николаевич. Какие классики? А которые писали с ошибками, помните? Вы нам рассказывали. Да, я вот вижу, много лишнего вам рассказывал. И потом у меня еще не классики. И потом не все классики держали экзамены в институт, а вам многим придется. Да. И особенно я не завидую тем, которые вот пишут юные через 2 «н». А у него блат. Не понял. Блат. Я не знаю такого слова. А есть в словаре знакомство. Знакомство есть такое. Прекрасное русское слово. Ну что же, Бог в помощь, как говорится. Хотя я бы не очень на это надеялся. А кто из вас умеет писать письма? Я вас не случайно об этом спрашиваю. Я хочу, чтобы вы научились писать, владели слогом. Попробуйте писать письма так, как их писали в век, когда не было телефона. Милостивый государь? Совершенно верно. И почитайте когда-нибудь просто рядовую переписку прошлого столетия. Я уж не говорю о письмах Пушкина, Тургенева, Толстого. Мы сейчас, к сожалению, теряем эту культуру. Так, в следующий раз вместо сочинения будете писать письма. Вот. И, кстати говоря, вы знаете, переписка, она ведь не только дисциплинирует мысли, а она и создает какие-то определенные взаимоотношения между людьми. Например, приучает к вежливости. Товарищи, у Надежды Николаевны день рождения. Прошу сдавать деньги на подарок. Собирать буду на следующей перемене. Генрий Григорьевич, не забудьте. Да-да. Как шах и мат просто. Борис Николаевич, Да. сегодня после 6-го урока в 9 Б классный час Угу. я просила вас быть. Буду обязательно. Ну, Генрий Григорьевич, тут... Да, по-видимому. Да. Труба. Ваш учитель по физике заявляет мне, что моя дочь не желает учиться. И что с таких, как она, чуть ли не деньги надо брать за образование. Так заставьте ее учиться, если она не желает. Карпушин? Да. Знаете, в 10 классе уже поздно, здравствуйте, заставлять человека заниматься. Здравствуйте. Но это уже не разговор. Здрасте. Есть закон о всеобщем образовании. Да, но закон для всех. Здравствуйте, девочки. И для учащихся, и для учителей, и для родителей. А раз она не хочет заниматься, так заберите ее из школы. Здрасте. Здравствуйте. Пускай идет работать, в этом ничего страшного нет. Но это не разговор. Чего не разговор? В таком случае я буду говорить в другом месте, товарищ директор. Ну что ж, это ваше право. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Как это вы не будете? Ну, не буду и все. Я не собираюсь сидеть с каким-то бездельником после урока. Еще ступиться куда не шло. Ну, надо будет, и посидите. Нет уж, спасибо. А как мы сидим? Ну, это ваше дело. Я вообще считаю, что это подарок для человека, когда его бесплатно учат иностранному языку. У Олега Павловича свое оригинальное отношение к воспитанию. Вы, говорят, их воспитываете при помощи тумаков? Зачем? Я их палкой. Между прочим, Олег Павлович, не общайтесь. То, что ваши ученики бегают за вами, это ничего не значит. Вы думаете, так трудно завоевать любовь? Нет, мы знаем такие примеры.
Только это любовь за чужой счет. Возьмите, пожалуйста. За счет учителей, которые с ними построже. Да вы их уж совсем замучили нашей строгостью. Вы ошибаетесь, поверьте мне. Вот поговорите с Генрихом Григорьевичем. Какая там строгость? О чем вы толкуете? Да у нас сплошной либерализм с некоторых пор. Кругом гений, спросить не с кого. В 9 классе, а он уже сам себе Белинский. А прически? Олег Павлович, вас особенно попрошу. У вас в классе форменное безобразие. Товарищи, это же школа. Не высшее учебное заведение, не лицей, а школа. Десятилетка. Еще есть такое мнение, что счастье – это горенье, поиск, мечта и работа, и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста, от кочки и до Казбека, в зависимости от человека. Хорошо. Я считаю, что Игорь бывает в отдельных случаях неправ. Ну-ну, в чем неправ? Неправ. Неправильно относится к товарищам. А так к кому неправильно, к тебе? Причем тут я? В его поведении за последнее время проявляется зазнайство по отношению ко всему классу. Например? Например, когда мы делали классную стенгазету, попросили его помочь. Он в прошлом году рисовал, а в этом году отказался. Это для него, мол, пустая трата времени. Не говорил. Говорил. У тебя с памятью. У тебя с памятью. Говорил. Встань, Кольцов. Как это характерно для тебя? Делить людей на две разные категории. Одни, значит, плебеи, другие элита. Одни важны интересы школы, стенгазета и прочие презренные обязанности. А ты можешь посматривать на все это с высоты своего интеллекта, иронически. Ну, в общем, это не так далеко от истины. Я лично ценю интеллект. То есть, попросту говоря, умных людей. А их, к сожалению, меньшинство. И ты подсчитываешь. Зачем подсчитывать? Это известно. Интересно, кому ж ты себя причисляешь? Вы знаете, к умным, как ни странно. Ну, как ни странно, умные были скромными. Не всегда. Старик, ты перегибаешь палку. А при чем здесь палка? Вот ты говоришь. Умный, умный. Вот они не ведают, что дружно можно жить с кеферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом, что ум высокий можно скрыть. Безумной шалости под легким покрывалом. Кто это написал? Валентина Федоровна, я не понимаю, из-за чего весь сыр-бор? Неужели за какого-то несчастного поэта, творение которого износится раньше, чем его кожаный пиджак? Ну, не нравится он мне. Игорь, я думаю, тебе нужно прислушаться к критике. Мне, например, я уже тебе говорил, не понравилась история с поэтом. Причем не сам факт, что ты ушел, а то, что ты своим уходом обидел Валентину Федоровну. А товарищи твои слушали поэта с удовольствием. Я думаю, вы ошибаетесь. И в частности, насчет моих товарищей. Вы ведь не знаете, что они думают на самом деле. Они вам этого не скажут и не напишут в сочинениях. Ты такого мнения о своих товарищах? Ты кого имеешь в виду? Да хотя бы тебя, Вова. Тихо! Мне кажется, в твоем поведении есть моменты, которые неприятны тебе самому. Я думаю, мы прекратим этот разговор. Да нет, почему же, Борис Николаевич? Пусть он скажет, что думает. Это даже интересно. Замолчи, Водянский. А ты, Поплавская, не вмешивайся. Ты в этом вопросе человек не объективный. Киселева, ты не тактична. Ну вот и поговорили. Все свободны. Ну ничего, ничего. Надо сбить с него эту спесь. Это не спесь. Это гордость. Зачем ее сбивать?
Сережа, собираешься заниматься сегодня? А? Нет. У тебя же зачеты. Ты будешь ходить? Мне это не нравится. Переходи, пожалуйста. Ну что это за игра, если один пользуется рассеянностью другого? Не будь рассеянным. Да, но это жестоко. Спорт вообще жестокая вещь. Не кури прям в лицо. Мам, открой, пожалуйста, форточку. Да. Да. Что это, она? Конечно. А что тебя удивляет? Нет, меня ничего не удивляет. Нет, ты сейчас с ним играешь в шахматы, а ему надо заниматься. Что, одну партию нельзя сыграть, что ли? Нет, пожалуйста. Ты будешь играть? А, нет, пожалуйста. Ну что, собираешься куда-нибудь? Пока нет. Что значит пока? Тебе давно пора постричься. Ты знаешь? Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Мне что, пойти в парикмахерскую или, может быть, мы доиграем? Пойти в парикмахерскую. Причем это у вас не пренебрежение к собственной внешности. Пренебрежение, пожалуйста. Альберт Эйнштейн забывал побриться. А это у вас повышенное внимание. Это у вас повышенное внимание. Ну что, доиграете партию в комнате? Да, мы доиграем партию в комнате. Возьми. Почему ты перестал получать стипендию? Буду получать со следующего семестра. Я понимаю. Вас волнует вопрос денег. Я говорил матери, что могу разгружать вагоны, как некоторые наши студенты. Она сама была против. Ну, а как она могла быть за? Вообще, по такому поводу не советуется с матерью. Ты прав. О чем спор? Об отметках, конечно. Папа придает им большое значение. Он учился на одной пятерке, это сыграло важную роль в его жизни. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. А ты, наверное, забыл, что делал отец в твои годы, Сережа. Он 16 лет был на фронте. У него напечатаны 2 рассказа в журнале «Звезда». А потом родился ты, да? Он пошел работать. Нам надо было снимать комнату. И отец пошел в школу. Я пошел в школу, потому что увидел в ней свое призвание. Ни минуты не жалею об этом. Ты читал письма его учеников? Он читал. Ну ладно, я пошел. Куда? В парикмахерскую. Конспекты не забудь. Васин, что-то происходит. Я устаю от вашего молчания. Ты молчишь, он молчит. Я на работе разговариваю. Ага. Товарищ. Душевной вашей теплотой наш каждый день согрет. Вы излучаете земной и материнский свет. И в душах всех учеников, в сердцах своих коллег вы остаетесь молодой пенсионеркой. Нет! Дорогие мои друзья, я благодарю вас за внимание, за вашу дружбу. Не в том беда, что множатся года, что волосы от времени белей. Ты стариком становишься тогда, когда ты остаешься без друзей. Будьте здоровы. Спасибо. Здрасте. Ой, Инночка, пожалуйста, проходите. Поздравляю вас, Надежда
Я даже не знала, что у вас тут собирается. То есть я знала, что что-то готовится, но что именно, я не знала. Садитесь, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ой, спасибо. И торт ленинградский я по дороге купила. Думаю, зайду на огонек. Ну, садитесь, пожалуйста. Ну, честное слово, я прямо ничего не знала. Как мила и непосредственная Инна Сергеевна, не правда ли? Олег Павлович, вы забыли о своих обязанностях. Товарищи, я хочу преподнести нашей почтенной Надежде Николаевне маленький сюрприз. A blue moon of Kentucky, keep on shining, shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Инна Сергеевна. Кто я? Да что вы? Stars shining bright, whispered on high. Your lover said goodbye. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, why don't you keep on shining, shining, shine on the one that's gone and left me blue. Подари мне платок, голубой лоскуток, и чтоб был по краям золотой завиток, не в сундук положу, на груди повяжу, и что ты подарил, никому не скажу. Ты не спишь? Ну как, хорошо посидели? Хорошо. Что ж так рано разошлись? Устали все. Вот и разошлись. Кто был? Все были. И Генрий Григорьевич, Угу. и Валентина. Да. Как она была одета? Как всегда. Элегантно. Сережа где? Сереж не приходил. Звонил? Конечно, он всегда звонит, когда задерживается. Спи. Я все равно не засну, пока его нет. Ну, милый, привыкай. Стараюсь. Надо купить новый костюм. Твой износился. Блестит. Завтра пойдем. Камал Сава? Сова? Завтракать идите. Отъем! Я имею право отдохнуть. Имеешь. Вставай, вставай, вставай. Завтракать. Московское время 11 часов. Что? Приглашение на свадьбу. Ну, кто женится? Выходит замуж. Лена Старикова. Беленькая? Нет, по-моему, черненькая. Пойдем? Я остаюсь дома. Папа, ты не ходи, если тебе не интересно. Почему мне интересно? Ему интересно. А вообще,
Сколько у тебя учеников? Не знаю, не считал. Ну, 200-300 наберется? Может быть. И что, ко всем ты должен ходить на свадьбы? Почему должен? Почему ко всем? Сережа! Да. Это кто? Здравствуйте. 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 А почему вы дома сидите? На улице такая хорошая погода. Так, а мы завтракаем? А потом телевизор будем смотреть. А я в ваших тапочках ничего? Ничего, пожалуйста. Мы пойдем к себе? Пойдем? Борь, а что у тебя в школе? Нашел учительницу для 1 класса? Нет. Помнишь, приходила какая-то девушка. Она тебе понравилась. Она говорит трамвай. Что? Трамвай. Тебе трудно, Боря, ты мягкий человек. Откуда вы взяли, что я мягкий? Почему я должен быть жестким непременно? Что не жесткий не устраивает? Мягкий не годится, да? Нужно, чтобы гнал матом. Тогда уважать все будут. Ну хорошо, извини. Ну как? Твои учителя тебя не поймут. Почему? Зато поймут ученики. А не очень модно, а? Носи-ка сковородку. И шляпу. Зеленую. Ну ладно. Нет, ничего. Боря. Боря, надо поговорить. Давай. Они подали заявление. Не понял. Но они подали. Сережа и Оля. Куда заявление? В ЗАГС. Хорошо, так что ж теперь будет? 29-го они расписываются. Ну хорошо, а как все это будет? Где они будут жить? Как они себе это мыслят? Я не знаю. Мы еще ни о чем не говорили. Он просто сказал, что они шли по улице, проходили мимо ЗАГСа и зашли. Вот все, что он мне сказал. Борь, ну я же не знаю, что у них там. Ну не ходи сейчас с траурным лицом. Возьми себя в руки. Сейчас это уже все. Сейчас это уже праздник. Все. Пап, к тебе пришли. Ну, здравствуй, А я здравствуй. на пару дней в Ленинград. Да? Курсы директоров На, возьми. при Астории. Только чему будут учить, я не знаю. Так ты уже директор? Да. Вон как.
А на обратной стороне по-английски. У нас ведь теперь товарообмен. Да, действительно, проходи. Туристы, американцы, Да. американцы Да. и опять американцы. Ну, проходи. Ибрагимов Павел Матвеевич. Посмотри. Директор гостиницы «Спутник», 144-5389. Борис Николаевич, что, может, какие-нибудь неприятности по работе? Нет, все нормально. У вас в исполкоме Томилин. Мы с ним в Болгарии отдыхаем. Томилин? Отличный мужик. И Томилин. понимаем друг друга, так что если какие-нибудь помочь. Нет. Все нормально. Я был, как теперь принято называть, из трудновоспитуемых детей. Помню, с моим приятелем Петькой забрались в продуктовую лавку, напились, наелись, начали бить банки с огурцами. А очнулись в милиции. Если б не Борис Николаевич, я б пропал. Ваше здоровье, Борис Николаевич. Ну, спасибо. Ну, может, все-таки останешься? Да, я уже договорился в гостинице. В гостинице? Куда сейчас попадешь-то? Да вы же забываете. У нас ведь... Да, если, кстати, вам нужный билет куда-нибудь в театр. Или гостиница, Да. так у нас в этом смысле... Кажется, пора. Так это и есть твой любимый ученик? Да, а что, собственно говоря, тебя не устраивает? Его профессия? Раз любимый ученик, значит, должен быть кандидат наук. Нет у меня для вас кандидата наук. Ну зачем же? Ему и так неплохо. Он директор гостиницы. Он ездит отдыхать в Болгарию с ответственными людьми. Ему это нравится с точки зрения блата. Не надо, Сережа, строго судить людей. Это не великодушно. Хорошо. И на это ты ухлопал свою жизнь? А на что я должен был ее ухлопать? Что касается твоей женитьбы, мне нечего тебе сказать. Ты все решил. Да, решил. Вообще-то, конечно, лучше бы сначала закончить институт. Ты знаешь, я, наверное, уйду из института. Уйдешь из института? Да. Это не в связи с этим. Просто мне неинтересно заниматься в этом институте. Так. И когда же ты это решил? Давно. Может, уже просто перестал ходить на лекции? В общем, да. Поздравляю. Спасибо. А мама знает? Пока так, не очень. Дорогие молодые, Леночка и Саша, разрешите мне от имени нашего оркестра поздравить вас с законным браком, пожелать вам счастья, здоровья, счастливой совместной жизни. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за покой. Был жених красивым очень, а невеста ослепительно была молодой. И эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было место мало,
Передайте мне, пожалуйста. Лично я очень уважаю педагогов. Педагоги – это великие труженики. Так, нет? Да, наверное. Прошу, пожалуйста, Борис Николаевич, не стесняйтесь, Прошу, чувствуйте Владимир, себя как дома. Прошу. Это его отчим. Он ему роднее отца дал образование, а теперь вот кооператив к свадьбе. Ну, образование положим ему дало государство. Да, конечно, государство, разумеется. Да, кооператив – это хорошо. Конечно, хорошо. Это не то, что в наши дни с тещей, со свекровью. Нынче молодежь стремится к самостоятельности и процветанию. Процветание – это хорошо. А ваш сосед ничего не кушает? Нет, я ем. Спасибо, спасибо. Самостоятельность – это относительно, если бы они сами заработали на кооператив. Ну, знаете, в наше время так никто не рассуждает. Вы, наверное, учительница? Да. Эти глаза напротив калейдоскопа огней, эти глаза напротив ярче все теплей, эти глаза напротив чайного цвета, эти глаза напротив, что это, что это? Борис Николаевич, какой вы молодец, что пришли. Ну, как вы живете, как наша школа? Все хорошо. Ну, как там все? А Генрих Григорьевич все такой же? Да. Все такое же. Привет ему от меня. Обязательно. Вот и свела судьба нас, только не подведи, только не подведи, Сейчас иду. только не отведи глаз. Ну иди. А как ученики? Все балуются? Ученики балуются. Эти глаза напротив, пусть побегут года. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, и больше нет разлук. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, воли моей супротив. Учим мы их, учим. Образ Рахметова, образ Чацкого. Сеем разумное, доброе, вечное. А потом это летит все куда-то. В свадьбы с кооперативным Ну приданым. при чем тут свадьба? Это чисто внешнее. Внешнее без внутреннего. Это какая-то другая философия. Нас с тобой этому не обучали. Просто стыдно быть бедным. Ну, знаешь, я не такой пессимист. Ты добрый человек. Добрый? Да. Да? А вообще все говорят, что я добрый. Это не недостаток, это скорее твое достоинство. Да? Знаешь, есть такие стихи. Добро должно быть с кулаками. Добро? Угу. С кулаками? Угу. А почему с кулаками, если добро? Да. О, 41-й, смотри-ка. Да. Хорошо. Что? Что, Борь? У меня ученик в милиции. Я скоро приду. Здрасте. Здравствуйте. Вызывали? Фамилия? Осеньков. Да, вызывали. Подождите, пожалуйста. И вы тоже.
Надежда Михайловна! Я директор школы, Свешников. Мне сообщили, что Толя бежал из дома, его сняли с поезда с каким-то чемоданом. С каким чемоданом? Он даже не хотел давать свой домашний адрес. Звонили в школу. Что случилось? А что случилось? Почему он убежал? Вы что, били его? Я спрашиваю, вы его били? Послушайте, Постников, я вас предупреждаю. Чего? Ты бы лучше смотрел, чтобы он учился как следует. Ведь не учится ни черта. А не бумажки, понимаешь, на работу строчить. Какие бумажки? Какие? Такие. Если вам написали на работу письмо, то сделали абсолютно правильно. Я вас предупреждаю еще раз. Ой, ты меня напугал. Слушай, ты, иди отсюда. Что? Сиди. Давай, чеши отсюда. С тобой еще 15 суток заработаешь. Со мной больше заработаешь. Слушай, ты, если ты хоть пальцем тронешь мальчика, ты меня понял? Гражданин Постников, распишитесь. Где? Вот здесь. Мы вас пригласим на заседание комиссии. До свидания. Инна Сергеевна, как там у нас с Постниковым? А что с Постниковым? Я написала письмо отцу на производство. Да? А вы не подумали, чем это может обернуться для мальчика? А что я должна думать? Что отец его поколотит? Так он его и раньше колотил. Что, вы серьезно? Да. Знаете, может, нам не нужно вместе работать в одной школе? Вы считаете? Когда же прикажете? Вот сейчас, в середине года? Хотите на мне сорвать свое настроение? Я здесь была и буду. И вас пересижу. Вы не огорчайтесь. Что? Хорошо. Не буду. Борис Николаевич, можно вас на минуточку? Да? Вот какое дело. Милостивый государь Генрих Григорьевич, пусть не удивит вас и не покажется нескромным это послание. Есть чувства, не подлежащие суду скромности, и есть слова, коих значение отнюдь не меняется от того, что они были 1000 раз до тебя повторены. Я люблю вас, Н.Н. Ну что ж, прекрасно. Вы находите? Понимаете, Генрих Григорьевич, дело все в том, что эти черти, наши ученики, обладают чувством юмора, чего нельзя, к сожалению, сказать о нас. Валентина Федоровна, вы вызывали отца Кольцова? Да. Он у Бориса Николаевича. У вас хороший парень, Николай Алексеевич. Хороший. Учится вроде ничего. Младший у нас из-под палки, в 4 классе. А это с умом. Всему знает время. Он с вами делится? Обязательно. Но иногда не делится.
ляжет на диван и слова не добьешься. Ну, а в пятницу ничего не говорил? Нет. Насчет отношений с товарищами? Ну, знаете, насчет товарищей в 6-7 классе были ребята, а сейчас больше один. А куда он собирается поступать? Хочет поступать на физический. Не знаю, передумает. Знаете, как у них, не поймешь. Не умеет он у вас дружить. Не умеет. Слушайте, Николай Алексеевич, сын ваш человек одаренный. Говорю это вам с полной ответственностью. Наши педагоги, и в частности преподаватель физики, отмечают в нем аналитические способности. Ну, сейчас, конечно, трудно сказать, как все это разовьется. Знаете, в жизни ведь всяко бывает. Важно, чтобы он веры в себя не терял. Что же касается товарищей, тут, знаете, вопрос сложный. Он сейчас в чем-то опережает их в развитии. Ну и характер у него нелегкий. Тут, не скрою от вас, произошел у нас один довольно неприятный инцидент. Но это уже наша педагогическая ошибка, и мы ее исправим. Спасибо, что зашли к нам. До свидания. До свидания, Николай До Алексеевич. свидания. Ну вот, твоя была идея сделать меня директором. Жалею. Да? Да. Ну что ж, можешь возглавить против меня движение масс. Скажите, пожалуйста, мы в школе должны воспитывать аристократов, перед которыми все остальные должны стоять по стойке смирно, во главе с директором. Вы что? Вы что, действительно думаете, что он гений? А что, вы считаете, что в нашей школе в 183-й не может быть гением? Ну, а вдруг? Ну, пойдемте в 9 класс, скажем им об этом, пусть будут в курсе. Пошли все извиняться за наши педагогические ошибки. Я не знаю, гений он или нет, может быть, просто способный парень. Но я не хочу, чтобы его терзали. Мы можем разбудить в них самое худшее. Мелочность, зависть, нетерпимость. Я хочу научить их уважать чужое мнение и защищать собственное. Вы потому рассказываете им историю о заблуждающихся классиках? А мы удивляемся, откуда в них этот цинизм, пренебрежение ко всему. Не отсюда. Отсюда. Если к закиси хрома прибавить воду, то получится гидроокись хрома. Хром двухвалентен. А если к двухвалентному хрому прибавить воду, то получится окись хрома с определенными свойствами. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Угу. По призванию или как? Да нет, не совсем. У нас в Клинцах только педучилище было, а больше ничего. Где вы говорите? В Клинцах? Да. Но я теперь уж не жалею. Не жалеете? Нет. А величать вас как? Лариса Петровна. Лариса Петровна. Как вы оказались в Ленинграде? А муж у меня... Детей вы любите? Люблю. Очень. Очень. На чем вы сюда доехали? Куда? В школу. На автобусе. А еще на чем сюда можно доехать? На трамвае. Совершенно правильно. На трамвае. Борис Николаевич, Валентина Федоровна просила передать, что она ушла домой. У нее заболела голова.
Валентина, гость к тебе. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Садитесь рядом с нею. Вот вам стул. Сейчас я вам посветлее сделаю. Чайник поставить? Не надо. Сейчас я вам телевизор включу. Ксения Николаевна, дайте поболеть спокойно. Валентина, сама ты детей учишь, а разговаривать вежливо не умеешь. Откуда же нервы? Для кого, для чего? Стараешься, стараешься. Делаешь, делаешь. Хоть бы кто спасибо сказал. Мне уйти? Сидите. Пожалуйста, сидите. Извините меня. Очень вам идет этот костюм, Борис Николаевич. Очень. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Борь, садись сюда. Сережа где? Они у себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У тебя, конечно, педсовет. Да. Наливай. Ну что же, давайте посоветуемся и решим. Спасибо. Ну, первым делом, где им жить. Самый, как говорится, актуальный вопрос. Да. Вот мы, например, предлагаем, чтобы жили у нас. А вы, конечно, за то, чтобы жили у вас? Вообще лучше, если они будут жить отдельно. Да. Да? Да. Боря, ты как? Отдельно. Да. Ну что ж, отдельно. Да. Ваше здоровье. Спасибо. Вот только плохо, что ваш Сережа оставил институт. Олечка должна на него повлиять, а то что же будет? Дипломированная жена, а муж без диплома? Да. Нехорошо. Скажите, а у вас нет там какой-нибудь записи на кооператив? Может, вам, как директору школы? Нет, я спрошу на работе. У себя. Вот передо мною море голубое, плещет волна, волна. Знаю, о чем шепчет она. Да вот еще насчет свадьбы. Вы что предлагаете? Мы предлагаем Асторию, либо европейскую. Ну, на крайний случай, метрополь. Как вы считаете? В следующую субботу мы собираемся пойти на Тутанхамона. Может быть, вы присоединитесь? С удовольствием, спасибо. Боря, ты как? Прошу вас. Ну, теперь вы к нам. Да, спасибо, обязательно. Оля? Я потом приду. Угу. Спасибо большое. Доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Лида, кто эти люди? По-моему, очень милые, скромные. Он инженер. А деньги у них откуда? Европейская, Астория. Ну, знаешь, люди сейчас не считаются. Ты немного отстал. А у нас откуда деньги? Ну, достанем, придумаем что-нибудь. Глупо же. Ну почему глупо? Пускай идет в армию. В армию он всегда успеет, ему надо получить образование. Ты так говоришь, как будто это не твой сын.
Почему? Именно потому, что мой. Именно потому, что мой. Почему-то вы решили, что я должен обратиться к Павлику Смирнову. И что Павлик Смирнов пойдет мне навстречу. Давно уже не тот Павлик. Ну, я не знаю, к нему же многие обращаются. И совершенно посторонние люди. Ну и пускай обращаются. Боря. Боря. Ну, что же делать? Ну, ты забыл, что он женится. Сережа должен восстановиться в институте. Не старею. Даже не знаю, в чем дело. Жена ругает. Че, говорит, ты бегаешь, как мальчишка? Это на тебя школа влияет. Учителя, учти, долго живут. Да, учту. Но тебе тоже жаловаться вроде не на что. Мы чиновники. Бумаги, заседания. Иногда инфаркты. Но, должен тебе сказать, школа тоже не совсем то учреждение, где укрепляют здоровье. Особенно, если ты директор. Тысячи проблем. Наши социальные завоевания иногда оборачиваются такой неожиданной стороной. Вот, всеобщее бесплатное образование. Всеобщее, да? Значит, мы должны учить каждого. Хочет он этого или не хочет, а мы должны его выучить. А если он не хочет? Вот учитель и бегает по домам, упрашивает, уговаривает. От этого теряется престиж образования. Вот опять же вопрос, кого мы воспитываем? Романтиков-идеалистов? Очень хорошо, прекрасно. Наша школа самая романтическая. Ты у нас на уроках не услышишь про зарабатывание денег. Ну хорошо, романтиков-идеалистов. А такой романтик, прости меня, выходит в жизнь, на первой кочке спотыкается и ломает себе шею. Сейчас вопрос стоит так, кем они будут? Что они возьмут с собой из школы? Что, соль? А, сейчас. У вас соль можно попросить? Да, можно. Спасибо. Мир меняется. А как их воспитать, чтобы они могли и хотели защищать добро и противостоять злу? Как дома-то? Да дома все нормально. Знаешь, а в школе иногда думаешь, черт, хватит ли на всю силу? Да брось ты. Нет, Ну, ты не брось. беспокойся. Да? Ну, они думают, что я человек мягкий, а я человек твердый. Слушай, у тебя ко мне было какое-то дело? Нет, не было. Никаких дел. Серьезно? Серьезно. У нас когда-нибудь встретиться, посидеть. Годы-то идут. Это правильно, годы идут. Далеко забрался. Да, далеко. Ну, воздух-то чистый. Воздух чистый. Будь здоров. Пока. Ты молодец. Ты молодец. Что? Молодец ты! Ты чего? Ничего. Нет, ты что-то смеешься? Я не смеюсь, ну что ты. Слушай, ты не расстраивайся, а? М? Ну что, подумаешь, в конце концов. Я не расстраиваюсь. Не надо. Это жизнь. Что уж ее насиловать, она сама все делает. Я не так выразился? Нет, почему? Ничего, терпимо. Ну что, собери, чем я есть хочу. Каждый день в одно и то же время я иду на работу. Первый класс. Прекрасные, смешные, нежные лица. Я верю в вас, Лариса Петровна.
Я верю в вашу любовь к детям. Человек, однажды почувствовавший себя учителем, сделал свой выбор на всю жизнь. Я верю в тебя, мой уважаемый 9 Б.